Здравствуйте, уважаемые зрители! Моя фамилия Баширов, соответственно, вы на канале Татарский взгляд. Вар по имени Хельг для своего сюзерена, еще ребенка, захватил целый город. Имя этому городу Киев, имя этого мальчика Вальдемар, известен у нас как Владимир, потомок уже мертвого Конунга Рюрика Ютландского. С датского Хельг переводится как «вещий». Мы его знаем как «вещий Олег». Вар означает договор между сюзереном, хозяином и воином, который нанимается служить до самой смерти не только хозяину, но и его потомкам. Это предтеча европейского рыцарства. Первые рыцарские подразделения в Европе именовались как хругвы. С манжурского буквально древе, знамя. Даже позднесредневековые мангуты, которые тоже изначально манжуры, именовали свои основные подразделения уже в кипчакской акцентации как врух. Если буквально и банальный, то как тюрки именовали манжурский персик урюх, или монголы с В6 с байраком урга. Когда вы слышите аварский каганат, это по меньшей мере, по самой меньшей, неверно. Вар не может быть каганом, как казак царем. Все вары служили гунам и в первую очередь потомкам Дула, или вернее Шанью Тули. Когда умер последний хан единой Болгарии Кубрат, его сыновья разбрелись по варам. Старший остался с аварами при Черноморье, средний Хатрак ушел на Идель к Суварам, младший Альцек ушел вглубь Европы к Баварам. К сожалению, они не приняли, разбили его Курен, и он ретировался на юг, где нанялся на службу королю лангобардов Гримуальда и получил в кормлении город Беневенте. К чему я это веду? Обращаясь к дунайским болгарам, любителям христианской конспирологии. Все знаете про папу римского Борджия. Есть такая версия, что он потомок испанской семьи Борхе. Это официальная версия, означающая бык. Так вот, в его роду есть предки именно из города Беневенте. А на старом болгарском Борджу означает волк. Так что есть повод для дальнейших конспирологических исследований. Итак, вар – это служивый воин. Из этого можно сделать, что болгарские ханы зависели от аваров. Как и авары от ханов. Нету золотого рода, нету вара, потому что он никому не служит. Вар – это образец беззаветной рыцарской службы. Воин, который отдает свою жизнь хозяину. Не как раб, а, извините за тавтологию, как воин. Это то, что в манжурском языке называется угевар, большой договор. Те, кто первым пришел с этой традицией в Европу, были предки именно манжуров. Эти исследования, кстати, провел еще в 18 веке, по-моему, не только там Эбхард, Шуплер, позднее, там уже в 20-м вроде веке Таскин. Именно эти ученые пришли к выводу, что предками аваров являются именно народы манжурского корня. Я оставлю ссылку на эти фамилии, можете более подробно поинтересоваться. И более того, вот лично мои выводы. Манжуры, гуны, высадившиеся на японских островах, создали сёгунат, сёгунат Ниппон, и пронесли эту же традицию беззаветного служения воина, которого мы сегодня знаем как самурай. Кстати, есть версия, что самурай происходит от манжурского слова, старинно неопределенной формы глагола служить, сабурау. Кстати, наследие вот варов и в Европе есть, на сегодняшний день сохраняется, как это ни странно, в Баварии есть целое исследование на тему
наследие кочевников в этом регионе. Чуваши, которые изначально именовались как сувары, именно Атрак пришел к суварам. И именно, кстати, этот народ, можно сказать, является наследием слияния тюрко-монгольского компонента с уграми, то есть изначальным компонентом. Как мы знаем, угры — это мощнейший компонент гунского нашествия. В Европе горский компонент со временем станет доминировать как над монгольским, так и над тюркским, и позднее они станут свое угорское королевство Мадьяра, Нешта, царство венгров, которые, кстати, будут и далее именовать на монгольском языке Хунгар, что означает правая рука. Кстати, связь между венгерским и старобулгарским, чувашским есть видео Анны Дебо, я оставлю ссылку на видео. Это лучший специалист по лингвистике булгарского языка, где она приводит более конкретные примеры. Послушайте. И единственное, как можно забыть, сохранившийся на сегодняшний день этноним авар, это один из самых крупных народов Дагестана, хотя сегодня разговаривают на нахско-дагестанских наречиях, языковая семья у них своя там совершенно уже нахская. Возможно, что-то и есть какие-то слова, оставшиеся наследие от манжуров, но по сути это уже чистые горцы, совершенные далеки от истинных кочевников. К слову о джурдженском наследии, манжурском наследии на Северном Кавказе, у вайнахов слово «волк» — борджу. Притом она сохранилась в монгольской акцентации, как я уже говорил вам, у монголов нет звука «дж», они произносят как «з», соответственно, волк звучит как «борс», а не «борщ». И не борщ, как украинцы. И, кстати, это уже наследие новой волны манжурского компонента, именно вот джурдженского, пришедшего в предгорье Кавказа уже с монгольским нашествием сынов Чингиза. Авары, скажем, это своего рода предтечи нагаев, которые тоже имеют манжурские корни. Если есть интерес, пишите, я поделюсь своими знаниями на эту тему. Я имею в виду нагаев чистых мангытов, не пригретых под крылом кочевников кипчаков, а чистокровных мангытов. Итак, уважаемые зрители, из вышесказанного сделаем вывод, что авар изначально не национальная принадлежность, как и булгар. Я уже в прошлом видео про это говорил. Авар — это воин, отдавший свою жизнь сюзерену. Эту традицию принесли манжурские народы. И не только в Европу, на японские острова. Эта традиция в Европе была подхвачена викингами, которые, я думаю, тесно контактировали с гуннами. И в дальнейшем это все разовьется в рыцарство, когда оружие и честь станут главным приоритетом профессионального воинства, как и в Японии, так и в Европе. Авар — это рыцарь, авар — это самурай, авар — это эталон воина. Это наследие великого народа, манжуров, которые столько раз переворачивали мир. Им просто нет равных в этом.